Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Здравствуйте. Сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы по поводу работы нашей сечкарни. И мы как раз сейчас этим делом занимаемся, измельчаем вот этот замечательный бамбук, любимое растение Александра Федоровича. Вот. И уже начали вот эту работу. Ну и много вопросов у нас под видео были от зрителей о том, что это за приспособа, как вы ее сделали, что это за сечкарня и как ее можно самому, может быть, сделать. Можно ли такое сделать самому? Александр. Сечкарня, как такого корпус, все, это еще отец в 70-х годах купил это. Она была первоначально с двух ручек, ручки, то есть только Вот так, сверху вот как с той стороны осталось, да, она ручка? длиннее была, длиннее, чтобы удобно человек брал ее обоими руками. И с этой стороны тоже было, тоже ручка где-то вот такая, и это два человека брали и вращали вот эти два колеса. Ну, естественно, механизм, там все, барабан, подача, все это было заводское, все. Но нужен был еще, наверное, один человек. Один человек вставлял там, что там, кукурузу или что там, и траву измельчали. Но отец по другому пути пошел, взял почему-то, отрезал дополнительное все это лишнее. Но это он отрезало, немножко подварено было. Это. И с той стороны тоже убрал ручку и сделал шкив. Шкив, вот это такая штука, да? Да, вот, куда где... одевается ремень. Угу. С чего он взял, то ли с комбайна, или с чего эти уголки. И на болтике простенько тогда, и сварки как таковой не было. На болтиках все. Вот это они, да? Да, это сделал, да. И сделал шкив такой большой. И, естественно, ремень. Потом стиральная машина была, Рига, она вышла из строя, а двигатель еще 70-х годов, все он трудится. Он поставили. А зачем здесь камень на нем? Ну, противовес, чтобы не под... Вот двигатель, Ага, можете вот даже заснять. Ага. Это как противовес, чтобы она не двигалась. И растяжка была хорошая для ремня. Ага. Ну, подвели электричество и вот такую, поставили ее на колеса. Она была стационарная, на салазках. Там надо тоже было 2-3 человека ее передвигать. А так просто. Все это сейчас один человек делает. Да, нарезал Куда себе. надо, на колесах ее Ага. передвинул, перекатил, как образно говоря, и поставил двигатель, соединил, и все это делает один человек. Ну что, покажем, как мы это Покажем, делаем? да, как она работает. Как ты Принцип включаешь? ее работы, вот. Все равно вручную надо ручку Помогаем. оставить. Ну, это важно, раскручиваем, помогаем двигателю. Вот. Запустили, берем бамбук. 5-6 штук. На 3 штуки. Интересно, что же там внутри? Кто это там режет? Ну, остановит, мы тогда посмотрим еще, что там внутри. А можно показать нашим зрителям, что там внутри? Кто это режет там? Сейчас выключим, Так. она остановится. Техника безопасности в первую очередь.
остановилась. Открываем кожух и вот смотрим. Здесь ножи, которые измельчают. Ага, я все думала, что ж там такое внутри, как же там И делается. дополнительные валики с этой стороны можно. Ролики такие затяжные. Ага, вон Вот они какие. С насечками такими вставляешь, и оно за счет Так оно, получается, измельчает здесь, механизма да? вначале втягивает. Ага. Он вставляешь туда между этими валиками, и оно затягивает, и, естественно, попадает на этот барабан, на ножи, и измельчает. Можно поточить ножи, конечно, но для нас это достаточно. Измельчает отлично. Вот такая механизм, еще, наверное, не знаю каких годов, но она досталась отцу, он купил в магазине еще, наверное, 70-х годов. А у них тогда было хозяйство большое, они корову держали, козы, овцы. Ну, люди тогда именно старались каким-то образом облегчить свой труд. Здесь еще дополнительно, я когда приезжал, видел, дополнительные приспособы были. Все на это цеплялось. Здесь бурика резка какая-то была, но тоже все через электричество, через перешкивы, через ремни. Все передавалось, все измельчалось. Кормовую свеклу, да, так это Да, измельчали для кормовую, коровы? потом кукурузу измельчали в муку. Тоже как какие-то все приспособления. За счет вот этого одного двигателя, вот этих всех механизмов, все это делалось. Даже вдвоем оно работало здесь, отец как вставлял все это самое, что у меня там кукурузное, вот это все измельчал, а мать уже насыпала зерно. Или буряки вставляла. То есть одновременно две техники одновременно все это работало вдвоем. Ничего себе, вот эта Да, Рига вот так вот тянет, такой мощный двигатель советский. ускоряла все это самое, чтобы побыстрее все это сделать, потому что надо было скотину кормить, чтобы она хорошо молочко давала или росло на мясо. Все варилось, все отлично делалось. Ну что, я думаю, так в основном мы ответили на ваши вопросы. То есть мы старую технику получили от родителей Александра Федоровича и далее что-то усовершенствовали, что-то добавили. Ну и работает она уже тоже у нас не один десяток лет, эта техника. И думаю, что мы рассказали, если будут еще вопросы более подробно, ну, то, что можно объяснить, объяснили. Без этой техники сейчас просто невозможно. На этом мы прощаемся с вами. А мы, это Раиса Греченко, Александр Волик. До новых встреч, новых видео. Всего вам самого доброго. Пока-пока. До свидания.